Сегодня мы отправляемся в небольшое, но очень атмосферное путешествие в английский город Виндзор. Это место с богатой историей, уютными улочками и, конечно же, знаменитым Виндзорским замком, одной из официальных резиденций британской королевской семьи. Смена караула в Виндзорском замке обычно проходит в 11 утра, но не каждый день. И мы были уверены, что в этот день смены караула не будет, поэтому мы и не спешили. Когда мы подошли к замку, мы видели, что люди стоят и чего-то ожидают. Мы предположили, что скорее всего сейчас пройдет караул именно по этой улице, и тоже заняли хорошие места для просмотра. Скажу честно, нам очень понравилось, и на нас это произвело большое впечатление. Билеты в замок у нас были на послеобеденное время, а приехали мы утром, поэтому мы решили еще прогуляться по городу и показать его маме. Виндзор уютный, очень английский город, с яркими витринами, милыми кафе и красивыми улицами. Не удивляет, я много видела. Особенно мне нравится набережная на берегу Темзы. Она вот насторожилась еще, а он чуть приплывет, к маме отстал. Там можно полюбоваться большим количеством птиц и лодочками. Когда подошло время наших билетов, мы вернулись к замку. Территория у замка очень большая и очень ухоженная. Виндзорский замок – это не просто красивая старинная крепость, это настоящий королевский дом с историей, почти в 1000 лет. На входе можно получить аудиогид на вашем языке, что очень удобно. Посещая какую-либо часть замка, ты можешь прослушать про него информацию. Сейчас это одна из официальных резиденций британской королевской семьи. Здесь жила и работала королева Елизавета II. Здесь же она и похоронена, в часовне Святого Георгия, которую можно увидеть прямо на территории замка. В этой же часовне проходила свадьба принца Гарри и Меган. Where she goes is mystery. There's a void inside of me, 'cause I know this is a dream. It's the matrix now I see. Still my body moves unconsciously. I've got no control over me. Прежде чем зайти внутрь, мы обошли всю территорию и решили подкрепиться немного мороженым. И я хочу вам сказать, мне кажется, это самое вкусное мороженое, которое я ела в Великобритании.
I just wanna feel your love, 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 love. Замок является старейшим и крупнейшим жилым замком в мире, который используется практически непрерывно с момента его постройки. I just wanna feel your love, 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 love. With your embrace we disappear. She's taking Мы встали в очередь, чтобы попасть внутрь замка. Но, как оказалось, это была очередь не в сам замок, а в отдельную комнату с кукольным домиком. Но тогда мы этого не знали. В сам замок очереди не было. Внутри фото- и видеосъемка запрещена. Когда люди начинают фотографировать или снимать все подряд, это может мешать другим. Но у меня есть фотографии из книги об этом замке, и я вам их покажу. В его залах проходят государственные мероприятия и официальные приемы. Гости пользуются мебелью, и официальные обеды и ужины сервируются на хранящемся в замке уникальном коллекционном фарфоре и серебре. Королева принимала в Виндзоре президента США Барака Обаму, королеву Данию, глав государств Южной Африки, Германии, Франции и Ирландии. Даже если вы не фанат истории, как, например, моя мама, которая знает всю историю Англии, посещение замка вас впечатлит. Воодушевленные прогулкой по замку, мы отправились на длинную аллею. Это прямая, идеальная, выровненная дорога, ведущая прямо от замка в сторону парка. Ее длина больше 4 километров. С нее открывается потрясающий вид на сам замок. Но некоторые персонажи нашей прогулки начали уже поднывать, что очень устали. Вы можете догадаться, кто это был? Подсказка, их было 2. Но мне хотелось прогуляться по этой аллее хотя бы до середины, ведь эта дорога была проложена еще в 1680 году по приказу короля Карла II, и с тех пор она стала знаковым элементом виндзорского ландшафта. Именно по ней проезжали кареты королевской семьи во время церемоний, и здесь проходила часть похоронной процессии королевы Елизаветы II. После насыщенного дня прогулок по замку и улицам города мы отправились поужинать. Для этого мы выбрали ресторан известной британской сети, которая славится своей атмосферой и хорошей кухней. Мне очень понравился интерьер ресторана, и особенно понравилось его расположение, ведь он находится практически напротив замка. И выбрали мы классические британские блюда. Мама хотела попробовать fish and chips. По пути к поезду мы зашли еще в один винтажный магазин. Там было столько интересных и красивых экспонатов, что его стоит посетить даже просто как музей. Виндзор – прекрасный город для однодневной прогулки, который находится недалеко от Лондона и удивляет своей красотой. Мы были в этом городе уже 3 раза, и мне хочется еще туда возвращаться. Из Виндзора мы уезжали уставшие, но очень довольные. Прогулка получилась просто потрясающая. А у мамы осталась на память
классная книга. ready to work. Boss man,